Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 декабря, вторник. И сегодня мы, естественно, будем говорить о визите Владимира Зеленского с его командой в Соединенные Штаты. Ну, а поскольку вопрос о Украине теперь вопрос глобальный, то мы будем говорить и в Соединенных Штатах, Европе, ну и, так сказать, в мировом масштабе. Накануне приезда Зеленского в Вашингтон Bloomberg писал: будущие историки, возможно, оценят визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе как поворотный момент для США и их союзников в борьбе за помощь Украине в отражении российского вторжения. США и их европейские союзники обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над путинской агрессией. Если они промедлят с защитой демократии, они знают, что сигнал, который они пошлют, отзовется по всему миру. Готовы ли они позволить Путину победить? Со своей стороны, администрация Соединенных Штатов, администрация Байдена запустила несколько снарядов самого крупного калибра. Так, CNN, пожалуй, это единственная телекомпания или ресурс, который это сделал, процитировал анонимного, неназванного источника Белого дома. Ну, понятно. Дальше вы поймете, почему он решил стать анонимным. Который заявил, что если Конгресс уедет на каникулы, так и не достигнув соглашения, Белому дому придется сделать жесткий выбор в отношении снабжения союзников, таких как Украина, за счет, внимания, потенциального снижения боеготовности американских вооруженных сил. Что имелось в виду? Буквально на прошлой неделе Соединенные Штаты без особого шума отправили в Израиль несколько, там, по-моему, около 14 тысяч снарядов, минуя Конгресс, на общую сумму свыше 100 миллионов долларов, где-то порядка 105 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, ссылаясь на право президента Соединенных Штатов оказывать помощь другим странам без согласия Конгресса, без выделения денег со стороны Конгресса, если это происходит в чрезвычайных обстоятельствах. То есть где-то там за рубежом возникают чрезвычайные обстоятельства, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И тогда можно обходиться без Конгресса. То есть это была фактически прямая угроза накануне визита Зеленского Конгрессу, что ежели вы не предпримете необходимые меры и не утвердите предложение или запрос администрации на 101 миллиард долларов для Украины, то мы тогда будем, вот как для Израиля, брать из арсеналов Пентагона и отправлять в Украину. При этом, поскольку нет финансирования на это дело, там, откуда мы возьмем эти вооружения, там образуется дыра. Дыра, ну так, теоретически может подразумеваться, что это дыра в системе обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки. Это серьезное было заявление, которое показывает, что есть у администрации незадействованные резервы, которые можно в крайнем случае задействовать. И вопрос сейчас настолько принципиален и остр, что вот пришло время немножко пошантажировать республиканцев в Конгрессе. Накануне же, то есть вчера, Великобритания совместно с Норвегией, как и анонсировалось раньше, объявили о том, что они возглавят новую морскую коалицию для оказания помощи Украине. Это новый альянс, который, как предполагается, войдут другие страны, но возглавят Великобритания и Норвегия, которые фактически приступят к воссозданию украинского Черноморского флота. Но не в том смысле, что будут там авианосцы для Украины поставлять или крейсеры с эсминцами сразу. А речь в данном случае идет о создании возможности постепенного установления контроля стран НАТО над Черным морем и прежде всего с целью обеспечения возможности Украины торговать, то есть экспортировать свои товары через порты Черного моря. Это критически важный вопрос,
для Украины. Если вы помните, известный, как большой друг Украины, генерал Бен Ходжес говорил, что если Украина не вернет в Крым, это будет само по себе катастрофа для страны, потому что она будет отрезана от Черного моря. Страна без выхода в Черное море. Это очень сложно, очень опасно для любого государства, особенно для того, который имел выход в это Черное море. Так вот, первая задача состоит именно в том, чтобы обеспечить Украине такую возможность. Ну и дальше, помните, я вам рассказывал несколько недель назад в одном из видео, когда администрацию, конгрессмены запросили, республиканцы запросили поделиться своим видением, а какие цели вы преследуете в Украине на вот эти деньги, если мы их дадим, то, в частности, представитель администрации, если не ошибаюсь, это был Блинкен, он рассказал о идеях освоения Черного моря, то есть фактически поставить его под контроль сил НАТО и прокладывать там нефтепроводы, газопроводы, которые будут идти в Европу и снабжать нефтью, газом из государств Центральной Азии в обход Российской Федерации. Таким образом, полностью отрезать Россию за ненадобностью от европейских рынков. Ну и как-то так попытаться увести страны Центральной Азии от полной зависимости экономической от Китая. Так вот, согласно планам на ближайшее время, для решения поставленных целей будут поставлены несколько минных тральщиков, также десантных кораблей, амфибийных кораблей для морского десанта, для морской пехоты, а также катера речного для операций на реках, ну, видимо, на Днепре прежде всего. Затем планируется постепенно поставлять и другие корабли. То есть решение было принято правильное, не сразу прислать целую армаду, которая тоже может привести в истерику Москву. Опять начнутся крики, вопли о тактическом ядерном оружии. Все надо делать постепенно, но в хорошем темпе. Постепенно, но в хорошем темпе. Это вот одна из проблем администрации Байдена, которую ей сейчас вменяют, то, что все было сделано правильно с политической точки зрения за последние 2 года, с политической точки, да и с военной, в принципе, в рамках тех денег, которые получила администрация от Конгресса. Но вот так вот слишком растянуто, постепенно и вроде бы нерешительно имело свои негативные последствия. Таким образом, ожидается, что эта коалиция избежит этих ошибок. В решении, вернее, в заявлении Министерства обороны Великобритании по поводу образования этой коалиции говорится: укрепление морского потенциала украинских вооруженных сил, в том числе противодействие угрозе российских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины. В долгосрочной перспективе это поможет Украине создать, ну тут написано преобразовать, но, видимо, мало что есть для того, чтобы преобразовывать, нужно фактически создавать почти с нуля. Речь идет о быстром развитии военно-морских сил в Черном море, модернизацию украинской морской пехоты, речных патрульных катеров для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей. Создание коалиции анонсировал вчера министр обороны Великобритании Шапс, а также его норвежский коллега Грам. Ну и, что очень важно, и что оказывает все больше влияния, даже не знаю, скорее всего, негативное, на развитие вопроса вот о утверждении помощи Украине в американском законодательном органе, оказывает противостояние Байдена и Трампа в связи с президентской кампанией. Тут, что, как говорится, они идут нос в нос. Удар наносится то с одной стороны, то на следующий день с другой. Накануне, буквально дня 3, что ли, 4 назад, опять там послышались разговоры из заявления Конгресса, в том числе и со стороны спикера Палаты представителей Джонсона, о том, что они вот собираются в ближайшее, чуть ли не с начала Нового года, запустить процесс, вернее, слушания о возможности импичмента Байдена, хотя до сих пор ни один законодатель-республиканец не сформулировал, а где и на каких юридических основаниях будет это делаться, потому что пока оснований для импичмента, уголовного дела последующего против Байдена, никак не нашли.
Кроме того, как говорят, вот сынок у него нехороший. Ну, как говорится, сын за отца и наоборот не отвечают. Что касается Трампа, то буквально сегодня телекомпания CNBC объявила о том, что один из прокуроров, это Джек Смит, который рассматривает дело по обвинению Трампа в попытке обратить вспять результаты предвыборной или сфальсифицировать результаты президентских выборов 2020 года. Дело сюда же включает и мятеж, и захват Капитолия 6 января. Джек Смит направил запрос или петицию в Верховный суд Соединенных Штатов. Это был ответ на многочисленные попытки адвокатов Трампа доказать, что поскольку Трамп занимал президентскую должность в то время, когда якобы он совершал эти преступления, он обладал иммунитетом. Так вот, вопрос, поставленный Джеком Смитом, звучит так. Имеет ли человек иммунитет за преступления, которые он совершит, находясь в должности президента Соединенных Штатов? Ответ, так по большому счету, большинства квалифицированных лоеров, адвокатов, говорит о том, что нет, не имеет. Нет человека ни на одной должности в Соединенных Штатах, который был бы выше закона. Но тут чисто практические задачи, которые поставил Смит, состоят в том, чтобы получить ответ как можно скорее, чтобы запустить слушание по этому делу 6 марта, или, во всяком случае, в начале марта. Чем быстрее, тем лучше. Ну, вот это все как бы так тенью нависает над визитом Зеленского в Вашингтон. Визит был, как признал вчера, вернее, заявил вчера министр обороны Остин, скроен на скорую руку. Ну, то есть Владимира Зеленского призвали, убедили, что надо отвечать, вернее, не отвечать, а как-то так сгладить косяк, который он допустил несколькими днями ранее, не явившись на анонсированные им же с подачи его администрации, его выступления перед конгрессменами. Ну и, видимо, вот нехватка времени или ну, в общем, каким-то образом то, что визит был скроен на быструю руку, это и отразилось на самой организации этой поездки. Позже представители средств массовой информации Соединенных Штатов будут выражать удивление, мол, ну смотрите, ну хорошо, там есть у них, нет у них специалистов в гражданской власти по военным делам, по экономике, по управлению государством, но они же все вышли из шоу-бизнеса. Зеленский актер, он же и режиссер, так далее. Среди него много сценаристов, продюсеров, но могли бы они расписать как надо эту поездку, его предстоящее выступление. Вот я не зря начал с цитаты с Bloomberg, который сказал, что, может быть, это станет поворотным моментом. И я накануне неявки Зеленского на брифинг перед сенаторами, я тоже говорил, что это, возможно, станет его самой важной речью, выступлением за все время его президентства. То есть на кону поставлено, ну, не все, но очень многое. Так вот, значит, наблюдателей здесь, в Соединенных Штатах, поразило несколько вещей в этой поездке. То есть все того, что произошло после взлета самолета президента Украины и до его прибытия в Вашингтон. Ну, прежде всего, страна в состоянии войны. Денег нет, с боеприпасами плохо, напряженность на фронтах. В это время, значит, загружается команда в составе 46 человек, 47-й Владимир Зеленский, и отправляется через океан. Но там еще цыганского хора с медведями не было только, наверное. Так вот, наверное, в свое время Екатерина II вместе с посольством, со двором отправлялась вниз по Днепру для того, чтобы посмотреть на потемкинские деревни, которые, потратившие куда-то там налево выделенные ему деньги на строительство настоящих деревень, быстро соорудил светлейший князь Потемкин. По пути залетели в Бразилию. Я почитал статью по этому поводу в бразильском издании «Глобо». Что там пишут? Вся посадка вызвала недоумение. И вызвало недоумение, что приземлившийся на авиабазе
близ города Бразилия, Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом Луна да Силва, который в это время находился в другом городе Рио-де-Жанейро. Там проходила большая конференция стран Южного, как он называется, Южного общего рынка. Но, естественно, да Силва отказался. Представители Министерства иностранных дел заявили, что Зеленский прибыл туда без политической повестки, а запрос на встречу с да Силва прибыл только за день до того. Ну вот вопрос, значит, ну понятно, что да Силва – это не друг, не союзник Украины, он в БРИКСе. И отношения между двумя странами, личные отношения между двумя президентами нехти. Какую цель преследовал, интересно, Владимир Зеленский, приземлившись на авиабазе на 2 часа? Он что хотел? Убедить в чем-то да Силву? Или так пожать руки, похлопать по плечам? Загадка, вряд ли. Короче говоря, получилось так, что да Силва отказался встречаться с президентом Зеленским, потому что, первое, не было повестки для этих переговоров. То есть, видимо, отстранив Министерство иностранных дел от всех иностранных дел в Киеве, оба Ермака просто не знала, что перед тем, как договариваться о встрече, надо как-то так объяснить, зачем это делается и какие цели преследуются. Простояв там 2 часа, самолет полетел в Буэнос-Айрес. Вчера, комментируя уже при выступлении Зеленского перед военным университетом, кстати, очень хорошее, замечательное выступление было, сенатор Рэнд Пол сказал, что вообще все это турне с компанией было похоже, так сказать, на туристическую поездку большой группы людей. И из этой поездки, из того, как они веселились, это его слова, как они там потусовались, повеселились в Аргентине, как-то так это не свидетельствует о том, что страна находится в критическом положении, что у нее нет денег, и что вот они едут сейчас за деньгами. Вот так вот был организован сценарий этой поездки. Думаю, что в те времена, когда Владимир Зеленский был продюсером, сценаристом и актером, он такой фигни не снимал и не создавал. Жаль, что это вот началось во времена его пребывания на должности президента. Затем последовала речь перед студентами или преподавательским составом, командованием Университета обороны вчера. Речь была, повторяю, блестящая. И абсолютно точно, то есть я практически уверен, что, ну там, конечно, со стороны Украины, я уже неоднократно говорил, что у Зеленского очень хорошие спичрайтеры. Но этот спичрайтер, который, так сказать, главную роль играл на написании этой речи, это был, безусловно, американец. Но там просто очень четко прослеживается глубокое понимание психологии американцев вообще и военных чиновников, и вообще военных Соединенных Штатов в частности. То есть там были нажаты самые нужные струнки человеческой души и сказаны самые правильные слова, которые можно было сказать и нужно было сказать в данной ситуации. И были еще 2 вещи, которые, для меня не оставляет сомнения, что там писал очень квалифицированный, очень умный американец. И это следует из того, какие тезисы главные своих предстоящих бесед на сегодняшний день назвал Зеленский. Итак, цитата. «Есть 2 ключевые вещи – доверие и безопасность, которые имеют решающее значение для внутренней стабильности в странах и для международного мира». 2 ключевые вещи – доверие и стабильность. Вот этот вопрос, он только буквально несколько недель назад. Я вам собирался об этом, кстати, рассказывать в одном из ближайших видео. Вот буквально несколько недель назад он появился в обороте, политическом обороте здесь, в Вашингтоне, среди экспертов, практически только среди экспертов, которые пытаются объяснить ситуацию с мировым порядком сейчас, в настоящее время. И речь идет о доверии и его влиянии на безопасность. Ну, если вы захотите, напишите, я сделаю вам подробный анализ этого, потому что, вот говорят, от этого, 2 этих тезисов зависит сейчас развитие всего
всего мира на предстоящую перспективу. О чем идет речь? О том, что до сих пор, пока существовало там две сверхдержавы, Соединенные Штаты и Китай, все держалось на их авторитете. Но сейчас, вот за последнее время, возникло много других центров сил. Прежде всего, глобальный юг. Прежде всего, основные представители этого глобального юга, такие как та же Бразилия, Индонезия, Мексика там, и так далее. Ну и уже нет этой гегемонии двух главных, значит, авторитетов в мире. И тогда, значит, вместо двухполярного мира возникают союзы, которые, значит, там вот эти два главных гегемона как бы обрастают союзниками. И в этой ситуации важнейшую роль начинает играть доверие между ними, между этими союзниками. Ну и в этой связи, кстати, вот в этой концепции, в качестве проблем, которые возникают между союзниками, которые подрывают эти союзы, приводится, в частности, Турция, Венгрия. Дошло до того, что вообще ставится вопрос о том, что надо Турцию изгонять, потому что, будучи членом НАТО, вот со времен российской агрессии в Украину, по большому счету, она вставляет палки в колеса НАТО по принципиальнейшим вопросам. Там, где можно заработать деньги, продав Украине что-то, при помощи чего ВСУ могут убить какое-то количество российских военнослужащих, это нормально для Турции, это хорошо. Но когда заходит речь о принципиальных вопросах, ну, в частности, о принятии Швеции в НАТО, они вставляют палки в колеса, а это гораздо важнее. Это принципиальный вопрос, гораздо важнее, чем вопрос там, о поставке или продаже какого-то количества байрактаров. Кстати, по поводу Турции, ну, это вообще уже анекдотическая ситуация складывается. Турки же дотягивали до последнего вопроса, пытаясь выжать из шведов все, что возможно, все уступки, которые они хотели для того, чтобы проголосовать за их вступление в НАТО. Ну, казалось уже все на финишной прямой, и тут раз тебя на последнем, буквально на предыдущей неделе, парламентский лидер партии основного союзника Эрдогана заявляет, что нам мало того, что Швеция уже выполнила в плане борьбы с так называемым терроризмом, ну, курды считаются, которые живут на территории Швеции. Этого мало, этого недостаточно. Вот пусть Швеция добьется прекращения израильской, как они называют, агрессии в зону Газа, да, в сектор Газа. Пусть прекратят боевые действия и пусть организуют процесс над Нетаньяху, типа Гаагского процесса. Ну, это безумное прямо требование, которое ясно обнажает, что идея – это просто саботаж. Ну и второй такой отщепенец, который сейчас намечается, это Венгрия. Что касается Турции, то вопрос ставится то, что надо с ней вопрос уже решать. Хватит. То есть союз НАТО вместе с таким членом работать не может. Ну, кстати, Венгрия то же самое. Это та Венгрия, которая сейчас послала свою делегацию в Heritage Foundation. Это основной мозговой центр всей республиканской партии, которая сейчас работает на кампанию Трампа. Но вот они они уже проводят семинар, форум какой-то, где обсуждают вопрос о том, что надо прекращать помогать Украине, и пусть там они договариваются с Путиным, естественно, на его условиях. То есть фактически страна НАТО, ее руководство превратилось в лоббиста. Республиканская партия, и прежде всего в лице самого крайнего правого крыла, то есть это трамписты, железные трамписты, все больше превращаются, да уже превратились, собственно говоря, в путинское лобби в американском политикуме. Так вот, почти все они, будучи опрошенными средствами массовой информации, вот вчера они после выступления Зеленского опрашивали, сегодня с утра, они заявили, что вот то, что Зеленский произнес, ну, совершенно правильная вещь он там сказал. Душещипательная, я бы даже сказал, произнес. Но это как-то падает на глухие уши, как пишут американские издания, на вот этих маговцев, самых правых трампистов. Они уже приняли решение. Это уже не имеет значения. Но, тем не менее, значение имеет выступление Зеленского для тех, кто еще не определился. И даже если он сможет склонить там пару десятков сенаторов
и конгрессменов, может быть, это будет уже великая победа. Комментируя сложившуюся ситуацию глобально, я сегодня прочитал статью, написанную главным редактором, по-моему, называется главный редактор политического или европейского отдела политика. То есть не просто там рядовой журналист, а один из ведущих специалистов в этой области. Он написал такую концептуальную статью, где обрисовал общую картину, которая сводится к мысли о том, что мир скукоживается. Он имел в виду политический мир. И в этом процессе некогда большие люди, институты скукоживаются до размеров лилипутов. То есть происходит процесс лилипутизации политических лидеров. Это происходит, он прошелся так: Украина, Европа, Соединенные Штаты Америки. Что касается Европы, Зеленский, начало войны, то есть начало российской агрессии полномасштабной. Зеленский, любимец публики, Европа, Северная Америка, на ура встречается, все аплодируют стоя, овации. Человек, как молодой Черчилль, появился в истории. И вот проходит менее 2 лет, и во что это выливается? Коррупция, внутриполитические интриги, дрязги, неприятие политических соперников или тех, кого центральная власть, но имеется в виду ОПА Ермака, хотя они не знакомы с этим термином, это наш внутренний, так сказать, термин. Так вот, значит, инсинуации и попытка уничтожения политических оппонентов и вообще тех, которые не нравятся, которые не держат нюх по ветру с администрацией, с ОПА Ермака. Не прошло незамеченно, значит, запрет выезда Порошенко за пределы Украины, что вообще кошмар. Вот во что это вылилось еще раз. Коррупция, затем какие-то странные авторитарные замашки, наступление на демократию, ну и чуть ли не преследование неугодных, так сказать. Здесь не прошло без внимания, что вот в этот сложнейший вопрос, в сложнейший момент, когда решается вопрос о жизни, судьбе страны, ОПА Ермака в это время занимается интригами против генерала Залужного. Последний всплеск этих интриг. Они наняли американца, специалиста по созданию имиджа и уничтожению имиджа конкретных людей. Это называется character assassination, то есть убийство персоналии какой-нибудь, да, неугодный, которому надо, заказчику надо убить. И вот он уже публикует на одном из сливных бачков, тоже неожиданно. Вроде бы был нормальный ресурс, и вдруг превращается в сливной бачок. Вот когда все проявляется в напряженные моменты истории государства или человека, коллектива и так далее. И потом через личинок этой же ОПА Ермака распространяются слухи о том, что якобы уже принято решение о снятии генерала Залужного с его должности. То есть, я вам скажу так, вот статья и работа этого американского специалиста, он именно специалист, он на этом профиль, это его уничтожение персоналии. В такой момент, ну о чем это говорит? Ну, безусловно, о мелочности совершенно, абсолютно, о ничтожестве, скажем так, тех, кто это организовывает. Ну, оставим это в стороне, то есть, ну, понятно, наверное, зачем это они делают, почему катят бочку против Залужного, потому что они его панически боятся, вот и все. То есть жареным запахло, они пытаются прикрыть сейчас себя со всех сторон, а в Залужном почему-то видят своего политического противника. Это позорище просто. И это все, то есть в Америке-то все это видят, чем занимается ОПА, то есть мозг администрации, его, так сказать, и мозг, и руки, и сила, чем занимается во время, когда решается судьба государства. Европа сразу вздрогнула после начала российской агрессии, а потом как-то так, ну, кричала там, шумела. Я имею в виду прежде всего в военном плане, потому что в общем количестве помощи они дали помощи больше, чем Соединенные Штаты, если брать сюда
не только военную, но и гуманитарную, экономическую, значительно больше. Хотя, что касается военной помощи, то только Америка, безусловно, лидирует. Так вот, вроде уже они и заговорили о том, что надо помогать, потому что враг уже у ворот. Проходит почти 2 года, и что? Да ничего. Вот где-то было на уровне разговоров, так она и осталась на уровне разговоров. Только сейчас, недавно, месяц назад, Германия проснулась, закричала, что ей нужно подготовиться к сопротивлению России, уже России, к нападению России. И нужно это сделать за 5 лет. То есть Европа без Америки безоружна фактически. Они полагались до сих пор на то, что Америка их прикроет и своими конвенциональными силами, и ядерным зонтиком, если понадобится. Поэтому оружия им не надо. Дядя, большой дядя позаботится. Поэтому они даже не обеспечили, так по большому счету, провалили этот план с 1 миллионом снарядов. Ну, вот так вот. То есть бюрократия, заплывшие жиром мозги, вот привели к ситуации, когда Европа, не дай бог, что-нибудь произойдет с Украиной, и враг окажется у границ восточного фланга НАТО, это будет катастрофа. А катастрофа приближается еще тем, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки может стать Дональд Трамп, который разрушит вообще, как он собирался сделать во 2-й срок, если бы его переизбрали в 2020 году, распустить НАТО, вернее, выйти оттуда, просто выйти. Америка, согласно уставу НАТО, каждая страна имеет право после 12 лет существования НАТО, она существует больше, может выйти. Вот Америка выходит из НАТО, и что? То есть здесь, вот в Соединенных Штатах, тоже происходит процесс лилипутизации политических лидеров, так сказать, которые почему-то считают, что уйдя из всех этих союзов и так далее, и развернувшись мехом, как говорится, вовнутрь Америки, Америка вдруг начнет процветать. Это странное просто, какой-то безумный курс политический, который вот вся политическая партия, не вся, но самая активная часть, которая сейчас диктует ее политику. И вот это все автор статьи назвал самокастрацией. То есть республиканская партия, вот если суммировать, что она собирается сделать и уже делает, затягивая по оказанию помощи Украине, она производит самокастрацию. Причем самокастрацию в момент наивысшего могущества Соединенных Штатов Америки. Когда вот сейчас, взяв курс соответствующий, продолжив курс Рейгана, она может стать единственной, раньше 2 было, а сейчас она может единственной стать на многие десятилетия вперед. Почему я так говорю? Потому что буквально накануне, на прошлой неделе, вышло 2 в разных изданиях западных и в одном очень важном российском. Вышли материалы о состоянии и перспективе экономики России и Китая. Что касается Китая, председатель Рокфеллеровского центра написал эту статью, опубликовал Financial Times. Статья потрясает. Эпоха Китая внезапно закончилась. Все. Теперь Китай идет вниз и достаточно быстрыми темпами. Вот вам несколько... Я все это доложу вам более подробно, если вы хотите, в следующем отдельном выпуске. Но сейчас вкратце просто. В 2021 году Китай производил 18,4% мирового ВВП. Этого он добился за 30 лет. Ни одна страна в истории человечества не совершала такого взлета. Все закончилось. За последние, то есть в 2022 году начала падать доля Китая в мировом ВВП. В этом году и общее падение на 1,4%, но это самое крупное падение с 1960 года. Ожидается, как казалось бы, что такое 1,4%? Объясняю. Ожидается, что в 2022-2023 годах мировая экономика вырастет на 8 триллионов долларов и достигнет 105 триллиона долларов. Но на Китай от вот этого прироста в 3 триллиона долларов не получит ни копейки, ни юаня. Из этого прироста на Соединенные Штаты приходится 45%, а на другие развивающиеся страны 50%. Причем половина из вот этих 50 приходится на 5 стран. Индия, Индонезия, Мексика, Бразилия и Польша. Внимание, господа, я обращаюсь к своим зрителям из Украины. Польша
вырывается в ряды экономических лидеров мира, Европы и мира. Это говорит о том, что надо хорошие отношения иметь с Польшей. А для этого должны действовать институты, и этим должны заниматься специалисты. Я имею в виду Министерство иностранных дел Украины, а не случайные люди. По мнению, как пишет дальше автор, по мнению самого, по признанию самого Пекина, Китай идет вспять. Снижается его трудоспособное население. То есть совсем недавно это было 24% от мировой рабочей силы. Теперь их уже 19, а еще через 30 лет их будет всего 10. То есть чем меньше рабочая сила, тем меньше будет производить страна. Инвесторы выводят деньги из Китая рекордными темпами. Это не только западные инвесторы, но и свои же китайские доморощенные инвесторы бегут из страны и сейчас шастают по всему миру, пытаясь найти хорошие проекты, прежде всего в области real estate, то есть сделок с недвижимостью. Ну и вот говорится, что недавняя встреча в Сан-Франциско Байден и Си, она продемонстрировала, что китайцы понимают это. Ну и все, на рожон они лезть не собираются. Они пытаются вот как-то так смириться и что-то попытаться сделать. Но исследователи отмечают, что бы сейчас товарищ Си не делал, все, объективно реальность сложилась так, что доля его страны в мировой экономике в обозримом будущем будет снижаться. И сегодняшний мир, и перспектива теперь называется «Мир после Китая». Ну вот, казалось бы сейчас звездный час для Америки, потому что из России поступают вообще апоплектические новости, и источником является журнал «Экономика» Российской академии наук, который на прошлой неделе опубликовал обзор по поводу уязвимости российской экономики, которую они назвали экономикой сопротивления. То есть это первый такой термин впервые применили иранцы, когда они попали под страшные санкции. Ну и за прошедшее время они как-то пытались выбраться из них, отработали методы этого всего. Это все восприняла Россия после полномасштабного вторжения в Украину. Ну и сейчас бравурные марши, звуки маршей доносятся иногда из России, что все хорошо идет, и импортозамещение, экономика процветает. На самом деле это Российская академия наук пишет следующее. Что значит это экономика сопротивления для России? Что ее ждет и сейчас происходит? Ну, во-первых, эта страна теперь остается и останется исключительно сырьевым придатком других государств. То есть экономика сопротивления, то есть страны под санкциями, под такими, как сейчас находится Россия, не имеет никаких шансов выйти из поставщика сырья и стать производителем высоких технологий или просто индустриальной страной. Почему? Потому что вот это импортозамещение носит регрессивный характер. Теперь машины, те, которые ушли, Mercedes, BMW, Volvo и так далее, они заменяются чем? Вот машина-буханка, которая производилась в Советском Союзе лет 40-50 назад. Это же кошмар просто. Или тот же самый «Москвич». То есть импортозамещение возможно, но всегда на более низком уровне. Ну, в промышленности, затем в сельском хозяйстве. Это все возможно, но опять-таки на более низком уровне. То есть можно опять вернуться к золотым советским временам, когда страна шила обуви больше, чем любая другая страна мира, но никто... Это вот такая обувь, такие бутсы, которые носят в колониях зэки сейчас, и никто, нормальный человек их не оденет, ну и так далее. Поэтому никаких высокотехнологичных проектов в России не будет, говорят ученые Российской академии наук. Поэтому любые попытки при помощи импортозамещения как-то там компенсировать технологическую, то есть достигнуть технологической самодостаточности, они совершенно бесперспективны. Дальше. Надежда на то, что Россия компенсирует потери связи с Западом при помощи развития отношений с Востоком, прежде всего Китай, Индия, тоже ничего хорошего не приводит, потому что в этих условиях Россию обирают до нитки.
как последнего лоха. Потому что и Индия, и Китай, они знают, что они нужны России больше, чем Россия нужна им. Поэтому они покупают у России по бросовым ценам, затем перерабатывают и продают по большим ценам. Да? То есть Россия теряет дважды в этой транзакции. Таким образом, она помогает развиваться нефтеперерабатывающей промышленности Индии, но сама она мало что приобретает. Затем она приобретает технологические товары низкого качества, но по более высоким ценам, чем даже те цены, которые они платили западным странам. Ну, например, по Китаю. За последний год цены на экспорт китайских товаров в Россию выросли на 78%, в то время, когда для любой другой страны, не России, они выросли всего на 12%. Чувствуете это? В 6 раз обирают Рашу, ее близкие теперь партнеры. Хотя Индия, она отмечается, что она все больше разворачивается в сторону Запада, нежели к России вместе с Китаем. Поэтому Россия вынуждена платить большие премии за доступ к китайским товарам, аналоги которых Запад запретил поставлять в Россию. Ну и в заключение всего этого, с 26 по 31 год, по оценкам Российского Центробанка, ВВП России будет составлять 1,5%. Это прирост, ежегодный прирост ВВП 1,5%. Но это вообще ничто. Если учитывать, что Запад, да даже пусть они 2,5%, но стартовые возможности настолько огромные, а еще тут 1,5, то есть это полный регресс. Ну и заключение, значит, анализа. Экономика России смещается в милитаризованную зону, в которой перестает работать рынок и начинает действовать совершенно другие стимулы и задачи. Это самая большая угроза на сегодняшний день для российской экономики. И по оценкам, значит, российских же официальных экономистов, неподрывных каких-то там центров зарубежных, Россию ожидает будущее. Даже не Ирана. Иран – это слишком хорошо. А Венесуэлы и ЮАР. ЮАР эпохи апартеида, когда его так обложили всеми этими санкциями, что апартеид в конце концов рухнул. Что происходит с Венесуэлой, вы сами знаете. И вот, казалось бы, звездный час Соединенных Штатов Америки, когда они могут, значит, свои крылья своего лысого орла распластать над всем земным шариком и помочь развитию демократии. И теперь происходит лилипутизация политического лидерства со стороны, прежде всего, республиканских товарищей, которые решили самокастрировать страну. То есть это поразительный акт исторического глобального безумия. Хотя есть шанс, еще есть шанс, что это все может не случиться. Шанс, как я вам говорил, это вот те юридические процессы, которые идут в отношении Трампа. Затем те все-таки опросы общественного мнения, которые выдаются, они не отражают реальных настроений избирателя. Примером тому я вам говорил пару недель назад оценки института, Рейгановского института безопасности, который показал, если задавать вопрос, вы за помощь Украине, учитывая вопросы безопасности Соединенных Штатов, то большинство, громадное большинство за. А если просто вы за помощь Украине, то тогда меньше, естественно. Нужно правильно задавать вопросы. Это первое. Второе. Трамп по-прежнему проигрывает. Если Байдена заменяет другой потенциальный представитель демократической партии, Трамп проигрывает. Ну, а там есть люди со здравым смыслом, в частности, Ники Хейли. Ну, и есть еще одна, вот к этому есть еще одна новость или мысль. Есть вариант для Джо Байдена официально выйти из президентской гонки. И считается, что он может это сделать где-то в январе месяце. Я, кстати, вам об этом говорил еще месяца 3 назад, когда вышли первые данные о том, что Трамп проигрывает любому демократу, кроме Трампа. А с Трампом там еще вопрос, придется пободаться. Вот. То есть, смысл в чем? Его сын, ему предъявили
обвинение в уголовном преступлении в уклонении от уплаты налогов. Но учитывая тяжелую семейную историю Байдена, там же у него младшая дочь с женой погибли в автомобильной катастрофе, а он такой семьянин. Затем вот, что касается Хантера, ну понятно, что человек, он болен, он реально болен. То есть нужна поддержка его. Американцы этого понимают. Саппорт, как они говорят. Моральный, отеческий саппорт. То есть считается, что в этих условиях это хороший экскьюз для Байдена сказать: я сделал все возможное, значит, за последние 4 года. Отчитаться есть ему чем, потому что парадокс ситуации состоит в том, что Америка сейчас находится в прекрасном, ну, нельзя сказать в идеальном, но в хорошем экономической ситуации. Там болтовня идет о том, что вот республиканцы нефтью зальют. Да, это при Байдене Соединенные Штаты стали №1 производителем нефти во всем мире. Безработица на низком уровне, инфляция сейчас пошла вниз и так далее. То есть она неплохая, но пропагандистски там Такер Карлсон и так далее, все это перекручивают, делают иначе. То есть Байден может сказать: я много сделал для страны, я много сделал для мира, я восстановил единство западной цивилизации. Ну вот я теперь сконцентрируюсь над тем, чтобы довести свои дела как президент до конца срока, чтобы оставить страну в прекрасном состоянии. Я выхожу. И тогда еще год остается для того, чтобы подготовить другого кандидата, который будет отличаться. Дай бог, чтобы он отличался от Байдена по возрасту. Потому что касается интеллекта, особенно в области внешней политики, дай бог, чтобы он или кто-либо еще был близок к Байдену в этой области. Вот такая ситуация, господа. Значит, финал. Я ожидаю, я оцениваю, что шансы на то, что будет помощь Украине, они более 50%. Насчет того, чтобы это свершилось уже этим декабрем, то есть до праздников, просто не знаю. Вполне возможно, это дотянется до января месяца, но тут мы должны помнить заявление неназванного представителя Белого дома и прецедент с Израилем. Украине в сложившейся ситуации, если станет совсем горячо, может быть оказана помощь вот за счет положения о чрезвычайной ситуации. Поэтому, дорогие друзья, пожелаю успеха в завершении переговоров здесь Владимиру Зеленскому. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, потому что немного надо для того, чтобы нанести. Нужно нанести смертельный удар по Крыму, и это нетрудно сделать при соответствующем американском оружии. Так вот, нанести смертельный удар по Крыму, вернее, изолировать его от Мордора, и тогда ситуация переговорная для Украины коренным образом изменится. Так вот, желаю вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч!